Это гениально. Вот это вот просто уже гениально, просто. Приветствую. Турнир Wandering Warriors Cup 2 подарил нам очень много уже интересных игр, потому что настройки, да, карты очень прикольные по сравнению с тем, что мы обычно смотрим. Но вот именно эта катка, кажется, будет одной из ну, точнее, она претендует на то, чтобы стать самой хаотичной в этом даже турнире. То есть, несмотря на то, что матчи здесь в целом такие crazy, но погнали смотреть, потому что да, ну, в общем, вы все увидите. Такой маленький спойлер, будет реально много хаоса. Почему? Потому что играет Соракума против Фокс Себастьяна. Давайте немножко поймем диспозицию. Что за карта? Вывести 2 Golden Hill. Golden Hill, где в центре есть маленький остров, ну не очень маленький остров, кстати, да. Релик, золото, камень, и ребята туда могут пройти наверх, на низ и там строиться. Кстати, почему они в одну сторону не пошли бы? Ну нет, пока как будто бы стандартное развитие, все нормально. На самом деле это стадия 1/16, то есть только начало плей-офф, best of 5, и сражаются Соракума против Фокс Себастьяна. Фокс Себастьян, молодой игрок из Уругвая, зарекомендовал себя очень классно. Последних на турнирах, может, наверное, только в одном, он показал там не лучший результат, но в целом он в топе и наследник Херы, может быть, даже, да, такой не Херт, да, который, не знаю, как будто у него что-то ему не хватает в плане там креатива. Вот Себастьян может у него получится. Соответственно, рейтинг у него 2750. Играет он, кстати, здесь на византийцах. Довольно жесткая цива на любой вот такой вот воде контактной. Ну, посмотрим. Соракума. Что за чел вообще? Соракума это тайванец из клана Тек, да. И, соответственно, играть на бенгальцах. Вот это, конечно, трэшовая цена. И действительно, все тайваньцы, китайцы, вот эти вот все чуваки, они умеют создавать хаос, и вообще они, ну, исторически, как бы, да, они любят играть номады. А это турнир про номады. Хорошо. Сейчас будет стандартное развитие в начале, по идее. Давайте посмотрим, давайте поговорим о нациях, византийцы, да. Крепкие здания, с каждой эпохой все крепче и крепче. Фаершипы, которые атакуют быстрее, хотя, и тут я вспомнил, что в последнем патче, по-моему, их сделали, что не так быстро они атакуют, там типа не на 20%, а на 15%, что-то типа того. То же самое сделали с их дроманами, да. Дроманы — это корабли уникальные, которые доступны сразу в имперской эпохе, абсолютно сразу, не надо ждать химию для пушечного калиона. Сразу делаешь дроман, и он очень хорошо разносит здания. Ну вот против обычных юнитов он не очень. А вот против кораблей, мне кажется, туда-сюда. Ну, посмотрим. Также у Византии дешевые трэш-юниты, это, наверное, самый главный их бонус. Дешевая имперская эпоха, на треть дешевле, это очень сильный тоже такой буст. А имперская эпоха очень важна византийцу. Ну и монахи быстрее лечат, тоже полезная вещь, на самом деле. А еще бонус я вспомнил. У них дозор, да, Таунвотч и Таунпатрол феодальной и замковой эпохи изучаются автоматически. То есть настолько византийцы дефенсив цивилизация, что даже вот чик-чик-чик-чик пройти здесь, пока поставишь конюшню, бах, византийц уже спалил там рандомным домиком. Короче, будет сложно. Так, вроде старт очень-очень похожий, нормальный, здесь все, да, лесопилка. Здесь пока этого нету, домики, три рыбки. Рыба здесь, ну, здесь уходить вправо-влево, есть еще рыба дополнительно. Окей. Очень-очень одинаково все делают, но бенгальцы. Бенгальцы получают 2 креста за каждый переход, это уже понятная тема. У них очень сильные монахи, как и у византийцев на самом деле. У византийцев что отсутствует? Кстати, отсутствуют лечебные травы, но они и так лечат в 2 раза быстрее, да. То есть в зданиях лечиться быстро нельзя, но монахами можно, поэтому баланс. И оба выходят на центр. Хотя, на самом деле это не обязательное условие, потому что здесь есть золото, но, как видите, у Себастьяна оно далеко, видит ли он его вообще? Ну да, видит. Здесь тоже видит, но решают бороться за центр. Возможно, для чего это делается? Ну да, в центре есть, конечно, еще и сразу камень, можно хорошую шахту поставить. Но можно, грубо говоря, игнорировать это, даже заволиться и играть на воде, используя золото домашнее. Большое островное. Так, ну, соответственно, кабан гниет. Да, он именно гниет, его никто не хочет кушать. Все ради того, что... да, и тут овца гниет. То есть жители максимально работают на лесе и золоте, и только по 3 рыбака у каждого действительно работают
на воде. И пошла, по ходу, первая жара. Второй док форвардно поставился. Себастьян с одним доком. Итак, фаершипы заказанный топор, тоже здесь топор не заказан. И пошла вышка на вышку. Ну и тут появляется бонус у византийца. То, что у него все здания крепче. Да, соответственно, они еще дальше видят, как только будут достроены, конечно же. Здесь тоже фаершип заказан. Так, каждый посылает еще по несколько крестьян на убийство вышки, потому что у них огромный урон бонус. Ну, 40 умов, опять крестьян. И тут тоже то же самое делается. Соответственно, давайте посмотрим от лица игроков, как это все выглядит. Воу, парень. Ну, соответственно, вышки стоят настолько близко, что чинить будет их тяжело. Жителям придется умирать. Тут неприятные дома стоят для Саракумы, конечно. Но, я так понял, он их даже сломал. Интересно, что там фаершипы делают. И тут индивидуально фаершип, конечно, сильнее. Оба не поставили патрулем. Хотя, смотрите, заметил Сорокума даже, но проблем... ну я забыл вам сказать, у бенгальцев корабли лечатся. Что сильнее, лечение корабля, либо же то, что он быстрее атакует там на сколько-то процентов ценет. Конечно, византийский должен быть сильнее. Может, и не прав. Ну, 15 хп в минуту это не очень много, это долго. Так, ну это действительно там совсем немного. Но вычинивание очень-очень сильно помогает. Так, соответственно, борьба за вышку идет крейзи. Воу, он уже слил 3 креста. Но здесь первые потери и вторые потери идут от Сорокумы. Как много здесь? Потерь 1020 хп против 850. И не может сесть в вышку. И сдает вышку Себастьян. Ничего себе, Сорокума за счет, возможно, плюс 2 крестьян. Здесь отыграл, фаершип убил, как я понял. Теперь по фаершипам 2-1, лодки пока живые. Лодки работают абы как, так же, как и здесь. Здесь опасно, кресты идут. Так, ну шахта готова. И что происходит дальше? 9 на камне, ничего себе. Здесь, конечно, Сорокума огребает. У него до сих пор КБ гниет, короче. Да, он видит шахту, соответственно, ну, у него 2 дока. Проблема в том, что, у него 0 на лесе, ничего себе. У него 0 на лесе. Красава, да. Ну, запас леса есть, на самом деле. То есть он все это время рубил трава. Ну и Сорокума такой говорит: здорово, чувак. Может, пофайтимся? Нет, он просто его застраивает. Тут, кстати, есть немало раненых. Ну, двушка парней. По крестьянам 23 на 24. Интересно, потому что Себастьян не айдил ратушу. А Сорокума уже на 4 креста надел. Поэтому кто впереди, сложно понять. Сложно здесь понять, действительно. Так, ну что, будет ли использоваться брандер? Ставит Сорокума вышку. Хорошая вышка, потому что она в какой-то степени прикрывается. Первая вышка, которая выжила, и у нее целое одно убийство. Вышка офицер, маленький полковничек. Так, ну и прыжок. И что? Что получается? Кстати, Сорокума 2600 рейтинг. Очень-очень не слабый рейтинг. И можно, самое ужасное, что можно расстреливать крестьян. Но как будто бы все-таки византийская вышка должна убить. И мне кажется, обычную вышку, да? И мне кажется, что да, отсюда все-таки крестьяне могут спокойно бывать. Но ладно, отвлекаемся, мы на воде большой файт. Но здесь византийцам, может, много фаршипов не надо. Приволил крестьян, и они спокойно здесь раздуплят эту вышку вместе с стрелами. Окей, я думаю, пора делать брандер. Ну что, дружище, может будем лес добывать? Я так не думаю. Ты так не думаешь, дружок? Ну, Сорокум план понятен. Он хочет выбить с центра Себастьяна, завладеть камнем, золотом, хотя в какой-то степени он здесь есть. А возможно, я ошибся, ребята. Нету здесь никакого... нет, есть камень. Есть немного камней, золота, в принципе, есть. Окей, просто на будущее работают ребята и ставится и еще одна вышка. Проблема Себастьяна в том, что он не качал особо камень, не сливает крестьян, продолжает сливать крестьян. Так, смотрим здесь, сколько получится вывести, не вывести. Итак... Куда вышка стреляет? Она стреляет туда, куда-то в крестьянку. Здесь как же много Подождите, на вот этих 7 крестах было 60 чем-то хп. Еще один сдох. Офигеть, как мало. На 2 крестах должно быть 80 хп. Какие же не мертвые. Здесь по диагонали Сорокума соображает, что можно выпилить эту вышку. Здесь будет попытка... Ну, она вроде... Боже мой, как же много сливает крестов тут действительно. 2 лодки, конечно, слил еще Себастьян. Ну, это чудовищно. Много золота немножко перекачал здесь Сорокума, сообразил это и свою экономику зафиксил. Очень важно, тут крест работает, там будет вышка, и вы знаете, что... Так, любой ценой спасать. Вышки стали немножко более популярны, по идее, потому что относительно недавно, месяца, думаю, 3 назад, сделали их дешевле, не 50 леса, а 35 леса, и чинить их стало дешевле. То есть не так больно для экономики спамить вышки. Главное иметь камень. Ну и крестьян. Так, здесь у нас что? О май гад. Мельниц, конечно, есть. А здесь кабан. Нормально. Нормалды.
9 еще, вот сколько же раненых крестьян, боже ты мой, здесь они, конечно, в вышках хиляются, но очень медленно. Кстати, было бы прикольно, если бы писала, насколько быстро они типа хиляются, потому что с кораблями так пишется, 15 хпшки. Так, ну, как же цепляется за эту вышку 40 мы можем посмотреть. Она уже получила 2100 урона, эта вышка получила 1300 урона. Так, пошла жаришка, реально. Челы не останавливаются абсолютно. Как бы, ну чё, мы играем на стрим, так что погнали. Погнали. Приволивает ценой всего здесь Себастьян. Самое интересное, что параллельно идут бои на воде, на которые уже сложно обратить внимание. Не знаю, как там игроки с этим справляются. Ну, как? А вы как? Тут очень много надо прокликивать крестьян. Так, достраивает вышку, конечно. Так, у вышки уже две. Еще, наверное, вот эту крестьянку довольно легко было бы можно забрать. Ну, не знаю. Не шарю, не эксперт. Блин, понимаешь, в таких боях почему Тевтон силен? Ну вот реально, вот место у него не ограничено. И в этот бой выиграла вышка номер 3. Вышка номер 4, давайте я их буду называть. 1, 2, 3, 4. Ой-ой-ой-ой-ой. Ни одного брандера не было сделано. Самое интересное, что этот фаершип так спокойно распич. Пока убивают этот дог, причем его не убили. Обратил внимание, но здесь, кстати, можно еще выжить. Но все-таки византийские пары есть византийские пары. И они очень жестко сжигают доки. Ну, опять же, не так сильно, как раньше. Здесь что за заруба женщин, блин? Так, хорошо. 10-8, очень интересно. Но, по сути, это разница в лодках. Хотя лодки уже все сдохли у Себастьяна. Он вообще лидирует. Да, он пытается меньше айдлить. И, кстати, я не заметил, когда именно топорик был у Ксорокумы. Можно нам быстренько прочекать. Ну сделал топорик. То есть, в принципе, в равных условиях здесь находятся ребятки. Ребятушки. Но фаершипы плывут. И здесь уже проблемы, да, потому что док пал. Остался всего лишь один. И в один док византийца переиграть будет. Ну, ты за какую циву не можешь в один док переиграть византийца? Не за ну, не знаю, не за какую, наверное. Да. Это не дело. Но обстрелы позволят вышкам доставать больше, наносить больше урона. В общем, очень круто. Ого, тут фаершип бахнул пиво. Так, под брандером становится здесь Себастьян, но он может контролировать проход. Какое количество крестьян находится на этом острове? Честно говоря, не знаю. Тут пишет что-то в районе 25, но если учесть сколько вышек, то и 35. Так, смотрите, какая дуга, да? Ну, вот эта вышка ни докуда пока не достреливает. И это тоже, в принципе, это, грубо говоря, две дуэльки вышек. Но я его, честно, я не уверен, но мне кажется, вот эта вышка, она типа снизу стоит. Да, точно. Она не на холме стоит, она чуть ниже стоит этой вышки. Но смотрите, что делает Суракума. Он фокусит одну вышку. Пытался, по крайней мере, какое-то время. И новый дог, сники дог, а рыбу спрятал. Да, мне нравятся такие карты, где можно спрятать рыбу. Где надо постараться. Тачку решает сделать Суракума. Возможно, на домовтык влетел. Поэтому не было у него как возможности делать крестьян или что-то еще. Мельницы, олени, в принципе, здесь минимальная экономика, 8-8, там туда-сюда. Ну, слушайте, вот этот бонус на 2 крестьянина, да, он уже давно как бы был, он проплыл, а вот бонус византийца, он есть. Фаершипы атакуют быстро, кстати, ранее умер. Вышки сильные. Тут муравейник, посмотрим. То есть, как будто бы у Себастьяна будет не хуже. Не хуже. Так, здесь 40 мотора все законтролил. Тоже у него 2 мельницы, лесопилка. Найс. Ну, да, наверное, сообразил Себастьян, что надо как-то сфокусироваться, убить сначала, возможно, эту вышку. И тоже делает стрелу себе, кузница. И здесь делает таки шахту, потому что отсюда прям действительно уже золото не может качать. А золото, наверное, может пригодиться. С этого дока, кстати, ничего вообще не делал Суракума. И даже... вот это зачем? Что-то думаю, камень. Как зачем? А это надо прям. Причем надо срочно. У Суракумы заканчивается камень. Да? То есть у него камня тут уже не остается. Он выкачал здесь весь. Вот так вот. Это он супер вовремя вообще сделал. Красава. И что? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот где можно было выиграть игру? Вот здесь ее можно было выиграть. Себастьяну можно было сейчас, взорвать там, типа, около 7 жителей, остальных добить фарами. Это просто... практически неотыгрываемый. Тогда просто можно сворачивать всю эту идею, просто уходить, заволиваться, на своих ресурсах жраться и убивать его там, рыцарями, в конце концов, да? Замком, чем угодно, потому что такое преимущество, оно не отыграется, но нет, не было предусмотрено. Здесь решает очень... Вот, а что делает он, собственно? Лезет по 2 византийские вышки, серьезно? А что он делает? What are you doing?
Он параллельно стреляет еще, то есть он фокусирует максимально здесь свои усилия. То есть и вышки атакуют, и кресты, ничего себе. Ну, красавчик. Неужели он выбивает эти вышки, смотрите. Вау, это топ. Это топ решение было. И он выкуривает Себастьяна. Ля, конечно, вот я не знаю, вот тут тоже, если был бы Брандер, да, и он когда увидел, что они уходят домой, взорвать их, это просто, ну, это типа по морали просто бьет, очень больно. Вот ты типа на фри теряешь там, пачку крестьян сразу. Ты такой, Баленский. О май гад, Себастьян, давай, придумай это. Ну, соответственно, расстроенный уходит, и я слышу кабана какого-то там, да. Мельниц много наставил. Так, по добытым ресурсам, что интересно, Суракуму больше. Я не удивлюсь, если это именно рыбы. Вот прям именно рыбы так и все делали. Так, окей. У бенгальцев, кстати, есть слоны осадные, можно им поиграть. Есть слоны на лучниках, есть много разных слонов. Вообще бенгальцы слоновая цива. Но, воу, 2 фаершипа, византийских и 3-й привет, сжигают ратушу. Лол, они достают до ратуши, да? Смотрите, как поливают. А в ратуше замковая эпоха через рынок явно было сделано. И интересно, 10 на камне тоже о чем-то говорит. Здесь проход открыт, но как бы... Окей, кабан жрется. Рынок все равно, да. То есть без рынка апнуться таймингово тяжело в таких играх странных. Ну что, наверное, давайте мотать. Прямо сейчас ничего не происходит. Агрессивные ванпосты, хочет все знать. Так, ничего себе, тут... На тропу войны вышел, фаршип показал. Так, убегает у нас Себастьян. Ля. Ну тут... Смотрите, он даже готовится чинить, да? Тут, короче, можно было вынести эту ратушу. Точнее, ее можно вынести. И замечает это, да, и отгоняет фаеры. А, микрить будет Себастьян. Блин, ну Себастьян был близок к тому, чтобы выбить эту ратушу. Но Суракума смотрел. Он этого ожидал. Нифига, замок, конечно, да, респект. Респект. Такой замок. Опять же, где ваши брандеры? Так, от ратуши отстали. 40 секунд еще ждать Себастьяну замкового перехода. Но он понимает, к чему речь идет, потому что он византиец, он видит все, да, то есть он абсолютно видит. И воротами какими-то очень странными пересекает Себастьян попытку космодропа. И здесь некуда, просто в замок всунуть на мелководье тоже не получится сделать. И приходится уходить назад. Очень классный мув, на самом деле. И это византиец. Замок ставится просто холме, еще 700 еды, офигеть, где-то делается монахус. Наверное, в центре, да, тут есть релик в целом. Византиец цапается. Византиец все это время играл в один долг, это очень интересно. Настолько он силен, да? Можно повыжигать жителей, думаю, но сложно. Сложно. 2 монастыря от византийцев. Погнали. Византийские монахи. Так, ой-ой-ой, многовато айдлов, вообще всего 8. По добытым ресам, причем выровнялись игроки. Интересно. Ну, много походил, замок пока строил, ресурсы не собирал. Замок убьет немало домов. Немало домов, действительно, это может помочь. И еще и док. Кстати, вот эти дома вплотную он не убьет, видимо, да? Окей. Свой замок. Ну и тут уже, наверное, у византийца неплохой вариант будет. Так, этот крест должен умирать, конечно же. Да, сжегся. Потому что фастимпы, да, насколько я тут и ресурсы есть? Да, есть ресурсы, фастимпы будут нажаты прямо здесь сейчас. Но вы что думаете, Суракума тоже не нажмет фастимпы? Да-да-да, пошла жара. Торговля, продажи камня, любой ценой, кто быстрее нажмет импы. Есть 2 здания уже здесь тоже, можно нажимать импы. Нет, там надо чуть больше 500, насколько я помню. Совсем 500 золота. Совсем вот какие-то крополя уже собирает здесь. Не-не, стоп. У каждого по одной ратуше. Только не говорите, то... В этой ратуше импы. Импы идут 3 минуты 10 секунд. Пары византийские сяпнутся. Галерами еще. Блин, очень опасно. Тупо опасно. Так, здесь доком занялись. Но... Окей. Блин, я бы, ну, наверное, немножко починил. Транспорт. Где? Здесь транспорт. Это интересно, нахера? Так, монахи явно хотят отогнать фаершипы. Окей, тут... Сейчас разберется. Ну, у византийца импы дешевые, но у Суракума тоже все сделал четенько. Византийц очень крепкий замок будет, но позиция, да? Позиция здесь получается... это холм. По-моему, треба будет стоять где-то здесь. Соответственно, они с холма будут разваливать. Так, есть транспорт. Кто будет туда перевозить? Неужели катафракты? Делается, кстати, ХП монахам. Так, и тоже монахи пойдут? Вашу мать.
Вот это Рэмбо, блин, какой-то. Вот это Рэмбо. Обычный монах от фаершипа просто за секунду сжигается. А это бенгальский монах с 3 брони. Спокуха, ребята. Не, ну реально жесткие монахи. Так, фишбум продолжается. Давайте посмотрим на эту экономику. Экономика будет делаться под требованием монахов. Так, понятно. Вот экономика. Ясно. Здесь что? Кабана доел? Давай уже. Ну, у Себастьяна проблемы. У него ограниченное золото и камень. Ну, прям сильно ограниченное, да? В сравнении с Рокумой. Но... Ну, не знаю. Броня в монашеских войнах не сильно, как бы, поможет монахи на монахи. На самом деле, конверсия будет они прекрасно одинаково. Пока никаких девушенов, по-моему, я не видел. А пора бы уже делать. Прогоняют фишбум. Выходит 2 монаха, интересно. С Рокумой уже 2 релика. Ну, один есть и у Себыча. Себыч! Нашел золото, молодцом. Монахи идут искать добычу себе. Итак, Себастьян таки первый переходит, сразу заказывает трибушет. У него есть осадка. Она была, может, скорее на всякий случай от пуша какого-то бенгальского с слонами осадами. Здесь тоже сразу делается трибушет и апы на монахов. Пила 3 на еде. 3 на еде против 4 на еде. 7 на еде от чуваков просто на 40-й минуте. Как он? То есть это же смешно, да? 7 на еде у вас обычно на 2-й минуте на овечке, там, на кабане, окей. 7 на еде. Ну, ребята, конечно, здесь показывают аренский стайл. Кстати, да, ратуша такие апнула импы, спокойно. Спокойно себя айдит, как ни в чем не бывало. Себастьян все-таки не такой трэш-игрок, он делает вещи. Так, треп на треп, и смотрите, не очень понял, что это за мув от Себастьяна здесь, что-то он чутка передвинул. Непонятно. 2-й замок, да ладно. Монахи просто через реку уже конвертят, офигеть. Офигеть, нужна еще технология и дальность здесь. Так, воровать крестьян, ну такое. Ну что, погнали, византийцы. У византийца, конечно, у Себастьяна очень много здесь. Он погнал по добытым ресурсам, интересно. Очень много камня, то есть он будет чинить. Ну, тут, соответственно, 2-й замок вместо этого был сделан. Окей, и 2 замков идут требуешь. То есть, что лучше, непонятно. Но византийский замок может держаться, наверное, долго. 6700 хп. Здесь сконверченный крест негодует и ставится ратуша бенгальская. Ага, бенгальцы апался с 1 ратушей, значит, получил только 2 креста. Апался бы с 5 ратушами, да. Ну, фастымп есть фастымп. И пытаются, короче, защитить свой замок. Так, ну, может, убьют. Кузница... Окей, кузница полезное здание. Можно подойти с конверсией требы, но замок этого не позволит сделать, конечно. Так. Ого, тут застакались монки. Давайте, Иисусики. Иисусики, блин. Так, Иисусики. 0 на еде и 1 на еде. Вот это нормальная жара. Так, Себастьян. Что-то больше рофлит тут скорее, чем серьезно. Счет, кстати, вообще-то 1-1. И, ну, это довольно-таки важная катка. Так, 4 треба с холма. Это уже, ну, это уже слишком серьезно, да? Для замка. Тут хотя может, ну, да, то есть Саракума фокусит замок. И пытается дефаться Себастьян через требы. Так, какая-то тут жара. Давайте сфокусируемся здесь. Камень улетает в трубу. Еще 2 треба закат. 4 требы и больше пока не может выжать из себя Саракума. Хватит ли этого? Да, хватит. Себастьян понимает, что ну его нахер, грубо говоря. И надо делать что-то другое. Пушечные галеоны могли бы они зайти, на самом деле, не особо. То есть они требы вроде как могут выбивать, но монахи хорошо конвертят. Элементарные они конвертят. Может, я не прав. Ну, в общем, там даже не нужен Redemption, потому что и корабли есть корабли. А вот дроманы... Кстати, дроманы византийские, ребята. Штуки 3 дромана стреляют в одну точку, у них сплэш большой. С конверченными крестами он вроде не перевозил. И при поддержке монахов ставится замок, причем Саракума его заметил. Такая наглость, ты чё, дружище, какой замок нахер? Поэтому он решил и оставить себе камень. Так, тут пошла жара. Кресты пошли воевать просто. А с кем воевать-то они пошли? А ни с кем они пошли воевать. Очень грамотный мув от Саракумы. Он блокирует монастыри. То есть, причем он даже не знает, сколько их здесь. Он ставит вышку на монастыри. Это прям вообще профессиональный аренский мув. Заблокировать монахов, сесть в вышку и расстрелять их. Они довольно слабые, византийские. А у них и хп еще даже нету. Ё-моё, а тут-то хп есть.
У них вообще нет хпшки. Тут что происходит? Вышка поставлена, всего лишь 2 креста. Византийские монахи могут лечить бесконечно. Конверсия еще, просто максимальный трэш уже начинается. Это уже не шутки. Мишутки. Релики разваливаются. Монахи падают, но чьи непонятно. Себастьяновские пока что. Срадхи выходят. Юнит непонятный. Кто-то кого-то режет. Сконверченная срадха. Блин, мужик просто режет. А его лечат, правильно? Его кто-то лечит или что? Не понял. Почему он всех режет? А у Суракума тоже нет хп, господи. Тут сделалось хп. Сделалось хп у византийских монахов. Замок будет поставлен? Замок будет поставлен. Редемпшена нету. Вышку сначала вынесли, достраивать дальше. Ну, такого кринжа не видел. Тут еще две свиньи, соответственно. Конверты. Выходят с Радхи. Просто хорош чел Суракума. Просто красавчик. Монастырь сразу на релики забирает. Сразу просто. Это первый приоритет. Все. Вот респект. Здесь, конечно, теряет много времени. А хороший ли это вообще замок? Честно говоря, он даже не достает до... Ну, он неплохой, конечно, но можно сделать получше, как будто. Чего? Так. Мужики только родили... И как же тут партить Суракуми или что? Не понял. Надо чекать девушины, но нету времени. Как же тут Суракума как будто разваливается, Радхи, но здесь есть фронт, замок не совсем хороший, посмотрите, бай Суракума конвертится по 5 монахов, не монахов, там разных чуваков, билдер, ламберджек, это все кресты, обычные вилледжеры, и 46 на 8, 48 крестов, что происходит, еще есть 3 требы, есть весь центр, хотя там уже на самом деле заканчивается, тут два монастыря, и даже непонятно, кто кого дефает, это монастыри дефают ратушу, или ратуши делают дефают монастыри, в общем, такая вот синергия есть в эпохе. Ратуша здесь прямо просто проходит под ратушей и делает другую. Катафрактов делать дорого и бесполезно, их тупо нахер сконвертят, они дорогие. Так, и обмен, ну, классический обмен базами, ладно, окей. Вот этот транспорт какие-то, еще вот транспорт. Классический, что? Мужички, ну вы, когда решили ливнуть с завода, блин, такие, ну все, мы как бы уходим. Мы уходим. Здесь что происходит? Ну, Суракума уже давно здесь живет, собственно. Он уже обосновался. Тихо, тихо, нет! Не-не-не-не-не-не! Что? Я не понимаю, куда смотреть! Ну просто посмотрите на это количество конвертов. Я просто не понимаю, где это. Вот пес. Смотрите, сколько там крестьян сейчас ворует. 45, 48, окей. Ай-яй-яй, успела здесь. Успели 5 работяг переплыть с транспортом. Кресты атакуют. Бенгальские монахи без, конечно, апа на хп, но все же. ТЦ на ТЦ, окей, понял. Кресты уходят. Миллиард конвертов по всей карте. Соответственно, срадхи со срадхами. Это, чувак... Это гениально. Вот это вот просто уже гениально, просто. Тут еще, конечно, бои параллельные, но типа... Один, два в одного. И он миди-режим переключает. Миди-режим, конечно, не посильнее. Хавает. Хавает, чувак. Так, тут ребят работают. Тут здесь что происходит? Нахер удаляется все. Да, уже сорян за мат, уже идет слишком много всего. Слишком много всего. Блин, ну прикольно, византийский-то монах лечит быстрее, он бы выиграл долго. Монахи готовы. Тут какой-то просто ТЦ-раш, просто местный ТЦ-раш, опять же. Ничего необычного как бы не происходит. Замок, треп, все понятно. Это треп, причем не с этого замка, он вообще нахер проплыл. Транспорт, причем тоже есть. Очень много домов, которые можно на самом деле и поконвертить, ну, заставить удалить, соответственно. И, кажется, Суракума что-то там догадался. Что-то там такое есть. Что-то подозрительное. Но у него есть и 13 монахов. 16 монахов у Себастьяна вообще-то. Так, а кресты бежали, и Себастьян их ищет. Потому что это реально борьба за крестьян. Кто сколько наконвертит, кто сколько там, ну, удалит, не удалит. А вот здесь идет борьба насмерть. И конверсия монахи, интересно. Слушайте, дайте мне вот взять секунду, да, и реально проверить Devotion. Devotion они тут не пишут, да, по-моему, позже. Так можно здесь проверить Devotion. Так, давайте я запущу игру таки. Резист на конверты. Не вижу. О боже, они реально не сделали Devotion просто. Любой, кто бы сделал Devotion, просто бы, ну, тут огромное преимущество получил. Причем Суракума даже не сделал... Не, он сделал хп наконец-то. Миллиард крестьян опять конверсия. Суракума не удаляет их. И плюс здесь крестьян уже у Себастьяна. Но здесь самое главное, наверное, развивать, потому что здесь осадный потенциал, плюс армия, плюс хрен знает что. Ратушу убивают. Возможно, монастыри надо убивать. Так, монастыри конвертить нельзя. Потому что это не канон. О май гад. Честно говоря, я не понимаю, как это комментировать, конвертировать. Кресты куда-то убегают. Еще 4 конверта. Ой-ой-ой. Так, а теперь уже много как будто наконвертил Суракума.
Тачка. Как же бесят бенгальские монахи. Ты не можешь их убить. Нет, стоп. А у одного бенгальского монаха 30 хп. Так, у него нету хпшки, да, я так понял? Да. Он манкрашит без хп до сих пор. Это просто был другой сконверченный монах. Византийский. А здесь что происходит? Смотрите, требы пытаются выбить монастырь с 2 реликами. Здесь, кстати, защитный треб. Но здесь много монахов, а здесь, конечно, есть монастырь. Пара монахов себастьяновских. Но как будто бы это обмен островами просто. Это полный обмен. Может удалить этих крестьян сутки? Господи. Самое прикольное, что бенгальский монах, он с 3 брони, да? Вот он, кстати, это бенгальский. Это все сконверчены. Вот этот сконверченный византийский, вот этот сконверченный византийский без брони. Но так как у них есть броня, кресты им 1 урон наносят. Здесь идет поддержка. Трё выбил, да ладно. Пытается цепляться Себастьян за эту связь. И наконец-то. Наконец-то Себастьян делает девоушен. Его конвертить будет тяжелее. И Дроман. Но Дроман 12-я дальность. Прикольно, быстрее атакует. О боже. 2 релика захавано. Мне нравится, как Суракума тащит релики. Выбили релики, он сразу их обратно в другом монастыре. Дроман атакует действительно. О, может это просто приманка для трибушета вражеского? Так, здесь монахи не могут лечить. Он сразу просто, он сразу это делает. Я еще ни разу такого не видел игрока. Это прям моя копия. Не, ну ладно, он на самом деле быстрее делает это, чем я. Он просто помешан. Так, ну здесь небольшая была... Да, короче, деды ушли. Деды пошли за золотом, все нормально. Так. Ну это же обмен базами, это прикольно. Но центр удерживает Суракума, у него счет, конечно, на самом деле хороший. Так, в транспорт погрузить. Блин. Как бы стал прекрасный мир, если бы в транспорт можно было засовывать по умолчанию не 5, а 8 юнитов. Абсолютно было бы интереснее сотни раз играть. 8 юнитов это не 5. Это прям 8 крестьян, ставишь замок. И да, приходится отходить Роману и ребумиться здесь Суракума. Подождите, а что будет дальше? Ну дальше проблемы. 30 крестьян. Наудалял здесь крестьян, надавал крестьян византиец. Но византиец как будто бы может играть без зол. Слушайте, но я понимаю, чисто монахи, да? Чисто монахи, ну, в принципе, да, монахи могут выиграть игру. Наверное, византийские они могут бесконечно себя лечить. 0 на еде, ребята. А здесь нет, еда появляется. Вот я же говорю, вот 5 всего лишь переместить. Кринж. Он перевез требует, здесь 3 монаха. Надо срочно перевести еще монаха, потому что здесь-то деды придут. Правильно? 4-1 будет по реликам, соответственно. Радша буквально рождается мертвой. Они не попали? Они сюда попадают. Вывалились. Домой. Домой. Здесь что происходит? Да ничего. Треп просто хиляется, живет. Он тоже хочет золото. Он любит золото. Кто не любит золото? Я не люблю. Искусственная какая-то херня. Ну ладно. Этот транспорт много делов там делал. Дроман работает. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Просто. Разложил требу и сидит. Просто как в компании какой-то. Я помню, я так играл острова с ботами. Я просто расставлял там все миллиарды. Я еще тогда брандером играл. Я просто, да. Но здесь идут довольно быстрые юниты, которые называются... Хрень несусветная, в общем. Это сложно описать. Ну, как бы... Блин. Домой. Все, обмен ресурсами. Обмен базами. Что тут осталось? Ну правильно, тут больше золота осталось. Почему? Потому что Суракума-то у себя не выкачивал сильно золото, он выкачивал здесь. Ну как бы, ну вообще да. Вообще да, это гениально. Вообще он гений. Но там по реликам ситуация сложная. А что, смотрите, здесь же опять же Себастьян довольно много видит, да? Ну, видит, что экономика сияет тут просто. Ну бля, главное лучше на свою не смотреть, да? Вот эти 2 на еде где-то. Так, а что дальше? Мой извечный вопрос. Опа! До сих пор нету хп 30. А насколько Дроман? Мне кажется, Дроман даже не убьет. Это вообще 8 типа урона, но там много у него ядер, короче, неопределенный урон. Вера таки, он апает веру, а значит, что он апнул таки девоушен. А вера, это вот для чего ему вообще нужна была еда, это веру апнуть и выиграть в монашеских войнах. Тем временем здесь, да, был прокачан девоушен. Рад, что замок есть, требы можно делать. Так, забытый треб на самом деле, или как будто он застрявший, даже больше. Вера в монастыре, где 4 релика. Очень интересно. Монахов просто
19 на 20. А где эти 28 монахов? Один дед присел, он как будто бы что-то знает. Так, палевная ратуша на самом деле. Делаются какие-то доки, фаеры. Теократия, но это чтобы облегчить микромонахами, чтобы можно было после массового конверта оставлять веру всем остальным. Ну и первый ход делает Суракума. Ну у него, блин, вера, как бы. Так, стоп, у него есть ХП? Твою дивизию. Налево. Ты можешь делать ХП? Монахом. Так. Новые крестьяне воруются. Так, по крестьянам 55 на 38. Камбэк Израиль. 2 на 1 ТЦ. Не, 2 на 2 ТЦ. Жаль. Так, 4 треба здесь есть. Redemption, по-моему, ни один из игроков не делал, да? Ну, потому что нафига, если все равно надо конвертить с монахами монахов. Все. Как бы, у кого больше монахов, тот и легенда. Какой-то максимальный бред происходит. Нет? Здесь что происходит? Фаер. Он его завел на фаер, и здесь, конечно, на мультитаске неплохо сыграл. Да неужели может Себастьян тут камбэкнуть? Как будто бы надо сюда замок ставить какой-то. Не хватает 200 камня. Здесь тоже рассыпается экономика. Стены дурацкие. Как будто вот этих чуваков надо назад. Назад и как-то вот это вот останавливать. Тут 19 монахов, да? Тут не бесконечный. Монахи прячутся пока здесь. Если не выйдут, сразу сконвертят, возможно. Вот так вот могут сконвертить массовым конвертом. Но нет, не достают. Он прыгнул. Прыгнул. Требы раскрываются. Бьют по Да, по монахам. По головам просто. По головам. А где там забытые монахи-то? Лишнее. Итак, пошла жара, но у кого-то есть вера. У Суракумы есть вера, по идее, его будет конвертить прям сильно тяжелее. Но может, если поведется ли на Срат, ну, Срат там может и прикольно по конвертить. Вы видите, как долго они конвертят. У Суракумы большие конверты проходят, но... Себастьян 6 конвертов получил, вашу мать. Ну, не вашу. Ну, точнее, да. Требы развернулись, автоматически они бьют по зданиям, если им не приказать бить по юнитам. Возможно, надо было бесконечно раз прошифровать по монахам, не сделал этого. Ну, Себастьян как будто разваливается. У него есть 30 армий вроде как. Он все бесконечно конвертит чуваков. Но как только они до конверта, они вылечат очень быстро византийского монаха, по-моему. Поэтому такое, надо удаляться руками крестьян. Максимальный бред, и Себастьян прописывает ГГшку, просто проигрывая. Просто проигрывая вот это вот дерьмо. Кстати, монах убили таки на новых фермах. Суракума просто тащер на таких вот бредовых, в таких бредовых ситуациях. Эти всякие тайваньцы, они вот шарят. И он выходит вперед в противостоянии. Но, стоит сказать, этот матч уже, ну, так, прилично так закончился. И Себастьян камбэкнул. Ну, кстати, Себастьян будет играть скоро с Йо. Вот так вот. Ну ладно, это у нас все в будущем из прошлого. Давайте статистику. Больше часа игра была. Очень интересно. Суракума всего сделал 41 монаха, на самом деле. Офигеть. Стоп, подожди, он так и не сделал хп, да? Гений просто. А почему гений? Потому что он сэкономил 175 золота. Это как не сделать лум. Сэкономить 50 золота. Это гениально. 40 страт, я их не видел, 40. Тут 71 монах, офигеть. АПМ 42. Вот кто там что-то про АПМ говорит? 42. АПМ 42. Ну, я понимаю, что игра немножко нестандартная, но АПМ 42. Себастьян. До свидания. Так, соответственно, ключевой момент был, конечно, вот здесь. Здесь совершен, да. Devotion таки показывают. Devotion. Третья стрела. Это для Срат, оказывается. Это я пропустил. Конверты. На самом деле одинаковое количество конвертов, да? Но в чем разница? Если Себастьян конвертил где-то там каких-то крестьян в последние моменты, ну, прикольно, но он уже отстал. То Суракума как-то так концентрирован. Особенно мне понравилось, как он вышки снес. Он просто взял такой... Да пошел ты. Типа. Да, добыл немножко больше ресурсов. Ну, только лес Себастьян добыл больше. Что же. Релики помогли, технологии. Возможно, какие-то ранние дроманы. Ну, а брандеры это классика. Больше крестьян было у Себастьяна. Кстати, суммарно не сделали по 115 крестьян, как я понял. Ну, так и написано. Да, вот это такая... Обмен базами, давно такого не было на такой странной карте. Супер катка такая у нас скрытая была. Ее я, конечно, пропустил, но вам потом
чуть позже показал. Все, пока.